знал, что она ненавидит систему. Но чтобы слить государственные тайны западной прессе, правда ли это? Может быть, я уже не знаю, что... Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Она была беременна, всего пара недель. Да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто отец. Если верить данным наших друзей из КГБ, есть два кандидата. К сожалению, один из них уже мертв. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня была беременна? От меня? И это она была нулевым пациентом? Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов. Мой птенчик, мой милый малыш. Скоро ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана, ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Тебя ждет светлое будущее. Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Не бойся, я всегда буду рядом с тобой, в твоем сердце, в твоих воспоминаниях. Найди меня там. Пора, нужно торопиться. Я люблю тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Прощай. Таня была здесь пленницей, и ее ребенок. Кто-то забрал его. Это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ, это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я правда благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия, даже важнее космических войн.
На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии, и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Значит, Таня родила мальчика, и он сбежал. Это мой сын. Боже, если так, я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты с Чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло. Послушай, Георгий, я знаю, что делаю. Назад пути уже нет. Я знаю, друг мой, просто той ужасной ночью мы потеряли такой выдающийся ум. Я не хочу еще и тебя потерять из-за каких-то любовных разногласий. Это недоразумение уже стоило тебе внешности. Не хочу больше слышать про это. Больше не отвлекаемся, понял меня? Да, конечно. Я очень рад, что все в прошлом. Хорошо, тогда за работу. Результаты мне нужны уже в ближайшее время. Мы оба знаем, что она ключ ко всему. Мы уже достаточно времени потеряли. Ладно, ладно. Только прошу тебя, не делай глупостей. Нужно следовать правилам. Выходит, мой так называемый друг Борис работал с Семеновым даже после Чернобыльской катастрофы. Интересно, что случилось с его лицом. А Таня, значит, ключ ко всему. К чему? Опять тайны. Нужно продолжать копать. Ты слишком увлекся испытаниями, друг мой. Я же говорил, не нужно использовать так много. Говорил, тебе еще повезло, что ты мозг свой не угробил, как остальные. И что в итоге? Борис мертв. На этот раз по-настоящему. Больше нет смысла притворяться, что это не так. Пожалуй, этого стоило ожидать. Ментальные проекции, о которых ты мне рассказывал, видения, они возникали все чаще. Признаюсь, я думал, что твои галлюцинации означают, что ты просто сходишь с ума. В конце концов, длительное воздействие Чернобылита часто вызывает психоз и истерию. Я сам видел, как подопытные начинают нести бред про Ктулху или хотят спасти мир от крыс. Ты, наконец, сделал это, друг мой. Ты перешел Рубикон. Ты достиг того, чего никому до тебя не удавалось. Ну, разве что кроме нее. Но у нее была другая цель. Ты будешь первым из многих. Ты поможешь мне открыть новую эру эволюции человека. Ты поможешь мне дотянуться до звезд. Забудь о прошлом.
Забудь о своих жалких прежних достижениях. Это все мелочи, глупости для слабых духом. Тебе больше не нужно добиваться чужого одобрения. Отныне ты моя правая рука. Сбрось свою старую маску и надень новую. Пришло время стать тем, кем ты всегда должен был быть. Черным сталкером. Просыпайся. У нас с тобой много дел. Значит, это был Борис. Он начал испытывать чернобылит на себе и стал черным сталкером. Господи. Я рассказал все, что вам нужно знать, генерал. В чем проблема? Проблема? Так вы это называете? Послушайте, я не буду притворяться, что понимаю, чем вы там занимаетесь в своей лаборатории. Мне до этого нет дела. Меня заботят лишь сам объект и безопасность моих людей. Когда вы в следующий раз решите по-быстрому провести эксперимент, который может выпустить в наш мир кучу сраных монстров, сообщите мне заранее, чтобы я успел разработать стратегию. Во-первых, тени необходимы для наших исследований. Это гибриды, которые... Хотя, знаете что? Я не буду грузить вас подробностями, которых вы все равно не поймете. А во-вторых, вы серьезно? Я отчитываюсь перед советом, а не перед вами, козлов. Ваша работа — обеспечивать безопасность, а не читать мне лекции по вопросам, которые выше вашего понимания. Более того, совет хочет, чтобы вы тесно, очень тесно сотрудничали с моей правой рукой. Прошу вас ознакомить его со всеми нашими протоколами безопасности. Это вы о ком? О том черте в черной маске? Может, скажете, кто это? Я предпочитаю знать, с кем работаю. Его личность не имеет значения. Если вам нужно имя, зовите его так же, как все остальные. Черный сталкер. И последнее. Я знаю, вы не разделяете моих взглядов на будущее нашей организации. Но даже не думайте сдаваться. Если мы потерпим неудачу, нас обоих ждут большие неприятности. Пути назад уже нет. Значит, Нар виновата в создании теней. Или, как минимум, в их появлении в нашем мире. И Борис, черный сталкер, связан со службой безопасности Нар. И вы абсолютно уверены в этом, профессор Семенов? Это единственное разумное объяснение. Как еще гамма-волны мозга Амалиевой могли бы взаимодействовать с чернобылитом, если бы он не был хотя бы отчасти разумным? И что насчет ворот? Какая-то развитая форма телекинеза?
это ничего не объясняет. Ни капли. Но если все это на самом деле правда, значит червоточины? Но это невозможно. Почему невозможно? Вы только представьте. Слушай, если нам еще не встречались организмы, способные создать, выдержать или даже направить экзотическую энергию, возникающую возле черных дыр, это не значит, что их не существует. Значит, эти фрактальные туннели тоже органические. И мы, выходит, путешествуем по венам гигантского межпространственного Моби Дика. В настоящий момент, благодаря нашим испытаниям, на это способен только черный сталкер. Если вам так нравятся метафоры, то здесь больше подойдет гигантский межпространственный кальмар. Тогда что такое тени? Что-то типа внешних лейкоцитов? Мне нравится эта теория. Они подпитывают главного носителя и защищают его от угроз и болезней. От нас! От большинства из нас, да. Тени вышли через нестабильные врата. Вы не думаете, что это ответный удар или вторжение? Нет, я бы назвал это реакцией организма на нечто инородное. А инородные — это наши подопытные. То есть тени своего рода антитела. Потрясающе, правда? А Амалиева словно подходящий белок, проводник. Она может разговаривать со зверем, но и зверь может говорить через нее. Я видел, что происходит с подопытным при воздействии чернобылита. Общение с этим навряд ли это приятное занятие. Да какая разница? Наши имена будут упоминаться во всех учебниках наряду с Ньютоном и Эйнштейном. Разумеется, профессор, все это того стоило. Выходит, чернобылит — это разумный межпространственный организм. И Таня может с ним разговаривать. Это сложно уложить в голове. Прошло уже столько времени, любимая. Почему я тебя больше не слышу? После того, как ты родила малыша и впала в кому, ты приходила ко мне во снах. Мне не хватает наших разговоров. Я скучаю по тебе, Таня. Иногда мне кажется, что я сбился с пути, потерял себя. Мы с тобой стольким пожертвовали. И теперь я понятия не имею, что ждет нас в конце пути. Но это наш единственный шанс быть вместе. Не теряй надежды, пожалуйста. Дай Семенову то, что ему нужно. Дай ему это, чтобы он оставил нас в покое. Жалкий ублюдок. Он все еще живет иллюзиями. Но мне нельзя отвлекаться. Я должен выяснить, что Семенову нужно от Тани.
Невероятно, профессор Семенов, я впечатлен. Но я приехал по делу, а не из праздного любопытства. Наши инвесторы хотят увидеть результаты своих вложений. Об этом можете не беспокоиться. Они даже не догадываются, какую это может принести выгоду. В этом и проблема. Эти люди не любят сюрпризов. Они хотят точно знать, чего ожидать. Новое оружие, лекарства, новые виды транспорта. Все это и даже больше можете передать своим инвесторам, что вложенные ими миллионы превратятся в миллиарды. А что насчет радара «Дуга»? Все эти годы он привлекал слишком много внимания. Темные туристы и эти чертовы сталкеры. Он выполнил свою задачу. Можете из него хоть вешалок наделать. Теперь у нас есть Амалиева. Она идеальный проводник. То, над чем мы сейчас работаем, превратит НАР в крупнейший конгломерат в мире. Мы будем ворочать триллионами. Амалиева поможет нам стабилизировать врата в другой мир, мир Чернобылита. И когда мы сможем попасть туда, это будет настоящая революция. Переворот, какого еще не знал наш мир. Своего рода онтологический шок. Какой шок! Так, ладно. В общем, если вы сможете найти безопасный способ извлечь из этого прибыль, совет дает вам свое разрешение. Только, профессор, будьте благоразумны. Хорошо? Наша цель — заработать деньги, а не уничтожить мир или вызвать какой-то там шок. У меня все под контролем, все на своих местах. Нулевой пациент готов. Господи. Так вот зачем Семенову нужна Таня. Стабилизировать червоточину, ведущую в мир Чернобылита. Мне нужно добраться до электростанции. И как можно скорее найти ее, пока он не осуществил свой безумный план. Я понятия не имею, что может произойти с ней. Или вообще с миром. Нужно составить план и действовать быстро. Вот и все, моя любовь. Финишная прямая. Ты через столькое прошел ради меня. Убедись, что ты готов. Потому что сейчас тебе понадобится все. Ум, сила, надежный план, верность союзников. Удачи, любимый. Ну что, все готово? Начинаем операцию конвоирования пленника. Я готов, хотя рука все еще чертовски болит. Пока мы не полезли в пасть дьяволу, хочу еще раз убедиться, что все готово. Ну как ты, техник? Удалось попасть в их систему? Я внутри, мышонок. Что мне сделать? Перегрузить систему? Обойти защиту? Только скажи, и будет сделано. Но не торопись с решением. После того, как начнем, они наверняка меня быстро выкинут. Снайпер на позиции? Удалось найти хорошую точку? Я готова, Игорь. Чувствую себя отлично. Как в старые добрые времена на охоте. Могла бы снять муху с твоего рукава. Тут несколько постовых возле ворот. Первые препятствия на пути. Я определенно могу снять их по-быстрому.
У меня глушитель, даже позицию не придется менять. Решение за тобой, Игорь. Не забывай, что ты пленник, Игорь. Грустный, потерявший надежду. Задури им головы. Ладно, шоу начинается. Надеюсь, все получится. Стоять! Кто идет? Отставить, рядовой. Дайте пройти. Я сопровождаю этого сталкера на допрос. В смысле, так точно? Руководство в тенте, за воротами. Полагаю, провожать вас не надо. Пока все идет неплохо, но дальше будет хуже. НАР обновила систему безопасности. Насчет электроники не волнуйся, а вот этот открытый двор — неприятный сюрприз. Ты торчишь там как хер на именинах, Игорь. Будь очень осторожен. Проверка безопасности. Раньше это был детектор радиации, а теперь биометрический сканер. Хитро. Я уже нашел нужную базу данных. Загружу туда твою биометрию, и сможешь спокойно пройти. Часть из них я не вижу. Прицелиться не получится. Может, стоит выстрелить в баки с горючим? Те, что за воротами. Это их отвлечет, и тебе хватит времени проскочить. Но тогда мне придется отступить с этой позиции. Как только сканер считает мою биометрию, прикрытию конец. Нужно как-то убедить их, что мы свои. Мне нравится ход твоих мыслей, таракан. Минуточку. Все готово. Теперь эти ворота не проблема, мышонок. Идем. Немного удачи, и они не обратят на нас внимания. Вход должен быть где-то поблизости. Большая металлическая дверь в служебный коридор. Ничего сложного. Черт! Если взорву замок, включится сигнал тревоги. Херово дело. Возможно, я смогу удаленно открыть дверь, не запустив тревогу. Но гарантии не даю. И тебе придется двигаться очень быстро, мышонок. Сигнализация подсоединена к замку. Но взрывчатка со школа уничтожит и замок, и механизм запуска. Все будет нормально. Готово. Надо отойти. Нам удалось попасть внутрь. На какое-то время мы в безопасности. Эти туннели ведут прямо к реактору. Оттуда добраться до ковчега будет... Что за хрень? Трещит так, будто сейчас взорвется. Это неудивительно, мышонок. Электросеть на станции древняя. Вот-вот рассыпется. Нужно найти способ отключить Вода под электричество. напряжением. Не прикасайся к ней. Я добрался до распределителя. Возможно, смогу отключить электричество в ближайшем коридоре. Ты слушал меня, мышонок? Я могу удаленно отключить весь сектор, это не проблема. Оставлю свет только над тобой.
Мне нравится ход твоих мыслей, таракан. Сегодня тьма. Наш друг, мышонок. Теперь ты в безопасности. Мы приближаемся к реактору. Похоже, мимо основных сил безопасности мы проскочили. Если действовать аккуратно, все должно пройти по плану. Я в золотом коридоре. Похоже, после наших выходок Нар усилила охрану. Этого стоило ожидать. Не дури, Игорь. Давай я об этом позабочусь. Я смогу снять их всех по-тихому. Они сами не поймут, что случилось. Хорошо, Ольга. Так и поступим. Отличный выбор, профессор. Ловкость рук и никакого мошенничества. Черт. Нам нужно пройти мимо этих ученых. Я могу помочь, Игорь. Тебе все равно больше не нужно прикрытие снайпера. Подберусь поближе, подниму тревогу и заставлю ученых эвакуироваться. Если понадобится, покину территорию. Хорошо, Ольга. Так и поступим. Пока что отключусь. Но поверь, ты поймешь, если у меня получится. Они знают, где я, Игорь. Мне нужно бежать. Теперь ты сам по себе. Спасибо за помощь. Береги себя. Эти старые вентиляционные шахты выведут меня прямо к ковчегу. Здравствуй, Игорь. Я тебя ждал. Можешь не прятаться в тени. Давай, побеседуем. Семенов? Ты же сказал, что не хочешь во всем этом участвовать. Я жду объяснений. Ты просто чудо, мой мальчик. Да, задавай свои вопросы. Ты здорово постарался, чтобы заслужить это право. Где Таня? Ты
Ты всегда знал, где она. Здесь. Но это неправильный вопрос. В смысле? Ты должен спрашивать, что она такое? Если ты причинил ей вред... О, хватит! Прекрати играть роль наивного влюбленного щенка. После всего, что ты видел, всего, что ты понял, не позорь себя этими романтическими бреднями. Я поясню, если у тебя не хватает смелости самому сделать вывод. Татьяна – важнейшая часть эксперимента с чернобылитом. И всегда была. Да, были другие кандидаты, но судьба распорядилась так. Это было ее предназначением с самого начала. Мы используем Татьяну, чтобы создать стабильную червоточину в мир чернобылита. Она отправится туда и поможет нам добраться до ядра. С ее помощью мы возвестим начало новой эры человеческой цивилизации. Это безумие. Нужно было сразу убить тебя. Господи боже, этот взрыв праведного гнева должен меня впечатлить? Забудь про слезливые сантименты, Игорь. Миру давно плевать на такие вещи. Есть только одна истинная сила. Перемены, рост, эволюция, исследования, новые открытия. Все остальное — подмена, попытки оправдать бессмысленное, жалкое существование. Это не для меня, мой мальчик. А ты — моя самая большая ошибка. Ты знал? Я совершил ошибку, когда отпустил тебя. Тебе суждено было стать особенным, по-настоящему особенным. Такое мышление, такие таланты. И весь этот потенциал был растрачен на пустые сентиментальные порывы. Не стой на моем пути. Я не убью тебя. Пока что. К сожалению, я вынужден отказаться. Я больше не могу позволить тебе вмешиваться в мои дела. Прощай, мой мальчик. Да что с тобой такое, Игорь? Нельзя быть таким безрассудным. Ну как можно было этого не предвидеть? В этой реальности судьба твоего союзника предопределена. Единственное, что ты можешь сделать, понять, что к ней привело. Нет. Оливер. Проклятье. Да уж, херово. Оливер. Мы должны ему помочь. Для него все закончилось, и нельзя сдаваться. Вы слышали команду? Вперед! Приказ был защитить лабораторию. Черт. Похоже, придется пробиваться с боем. Эти люди — последнее препятствие между мной и Татьяной. Нельзя отступать. Я прорвусь туда с боем, если понадобится. Сука! Вот это отстой! Жаль, что никто внутри не может отвлечь внимание этих уродов. Другого выхода нет. Цель обнаружена! Огонь по готовности! Это кровь на твоих руках, Игорь. Ты плохо подготовился. Гибель твоего союзника — твоя вина, Игорь. Ее можно было бы избежать, если бы ты подготовился получше. Сашко! Боже мой! Крысиный король. Сашко! Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь! Нельзя сдаваться, мышонок. Будем оплакивать павших. Когда все закончится. Убили! Повторяю! Нашего убили! Он где-то рядом! Найди этого!